Привет, друзья! Мастер боевых искусств Альберт Леон родился 30 сентября 1952 года в Сент-Луисе в штате Миссури. В кино он часто играл злодеев и любил избивать главных героев до полусмерти. Альберт является американским каскадером китайского происхождения и актером. Во время учебы в голливудской средней школе он посещал школу боевых искусств и обладал отличной физической формой. Леон обладает восточными единоборствами, в их числе северное шаолиньское кунг-фу и тэквондо, а также кали и дзюдзюцу. Альберт был младший из 3 детей, рожденных американцами китайского происхождения. Он вырос за китайской прачечной, которой владели его родители. В 1962 году, когда ему было 10 лет, вся семья переехала в Лос-Анджелес из-за более хорошего климата, к которому лучше привыкли. В кино он снимался с Мелом Гибсоном в «Смертельном ударе» и засветился в роли террориста в «Крепком орешке». Также он играл одного из членов преступной группировки в известном фильме «Большой переполох в маленьком Китае» и дрался в «Беглом огне» с самим Брэндоном Ли. Кинокарьера Леонга началась в начале 80-х годов. Один из друзей пригласил его на съемочную площадку фильма, над которым работал знакомый режиссер. Он поинтересовался у Леонга, знает ли тот боевые искусства. Альберт поработал немного на камеру и настолько успешно, что продюсер и режиссер стали регулярно приглашать его в свои фильмы на роль плохого парня, владеющего боевыми искусствами. Так он принял участие в таких известных фильмах, как «Убийца на замену» и «Ордер на смерть», а также многих других. Альберт играл со многими известными актерами того времени. Его коллегами по съемочной площадке были Курт Рассел и Дольф Лундгрен, а также Жан-Клод Ван Дамм и Брюс Уиллис. Также он должен был сняться в фильме «Кобра» с Сильвестром Сталлоне, но определенному кругу лиц не понравилась эта идея, и азиатского плохого парня сняли с роли. К сожалению, он также не попал в «Смертельную битву» на роль могущественного колдуна Шан Цунга. Продюсеры посчитали, что Кэри Тагава более достойный кандидат на эту роль, хотя его техника кунг-фу значительно уступала Леонгу. Далее, с появлением интернета, у актера стали выходить фан-сайты, где его фанаты признавались ему в преданности и делали татуировки с его изображением. Альберт часто работал в качестве каскадера и множество раз ломал себе ребра и обе ключицы. Несмотря на то, что он был небольшого роста и часто болел, в кино его роли были брутальными и весьма запоминающимися. Далее актер пережил рак мозга и перестал сниматься по настоянию доктора. Также у него случился инсульт в 2005 году. Но проходит 9 лет с момента последней роли, и в 2014 году выходит фильм «Азиатские плохие парни». Альберта внезапно попросили сняться в этом фильме и дали прочитать сценарий. У актера было всего 2 недели на подготовку, чтобы вновь стать плохим парнем на экране, каким он был в 80-х и 90-х годах в своих боевиках. Альберт оставил огромное впечатление на кинозрителей того времени, ведь у азиатских актеров с харизмой и великолепной боевой подготовкой тогда не было так много ролей, как сейчас. Далее актер написал книгу о своей жизни и на ее страницах щедро делится частными фотографиями и историями закулисной работы. Он откровенно рассказывает о боевых искусствах и съемках в фильмах, и также о своей бесконечной битве с раком мозга. Желаем ему крепкого здоровья и возвращения на большой экран. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.